Добрый день, дорогие мои! Сегодня я хочу показать вам, как связать крючком вот такой вот шнур на основе шнура гусенички или косички. Вот с такими красивыми узелками. Виолет. Это 282 метра в 50 граммах. И цвет это 49-31. Крючок 1,05. Итак, основа у нас шнур гусеничка. Сделайте первую петлю. Теперь сделайте 2 воздушных петли. 1, 2. Вводите крючок во вторую петлю от крючка. И сделайте столбик без накида. Вот, это первый столбик без накида. Теперь поворачивайте от себя вот таким вот образом. Вы должны увидеть вот здесь петлю, вот эту вот петлю. В нее сделайте второй столбик без накида. Это самая тяжелая часть, чтобы сделать первые 2 столбика. Теперь снова поворачивайте от себя. И уже вот здесь вам должно быть видно 2 боковые петли. И теперь вводите крючок под вот эти 2 боковые петли. Делайте третий столбик без накида. Вот. Снова поворачивайте от себя. И снова видите 2 боковые петли. Вот они. Делайте 4-й столбик без накида. Дальше все легко и просто. Повернули крючок под 2 боковые петли, столбик без накида. Каждый раз поворачиваете и каждый раз вводите крючок под 2 петли. И продолжаете вязать шнур гусеничку до нужной вам длины. В данном случае нам нужен шнур из 100 столбиков без накида. То есть 100 столбиков без накида, тогда у вас получится с каждой стороны по 50 боковых петелек. Продолжайте считать до 100. 7, 8. Итак, у меня готов шнур на 100 столбиков. Его длина около 16,5-17 сантиметров. Длина шнура как бы не принципиальна, потому что вы можете делать шнур любой длины, какая вам нужна по вашей задумке. Я буду использовать шнур на 100 столбиков. Следующий этап: нужно сделать ряд вот этих вот узелков. Совершенно несложно, но зато выглядит очень красиво. Итак, смотрим внимательно. Вот у нас последний столбик готов. Вы видите здесь ряд петель сбоку. Вводите крючок в первую петлю и вытягиваете нитку. Вытянули. Набросить на палец. Вытянуть второй раз. Набросить с пальца на крючок, вытянуть третий раз, набросить еще раз и вытянуть 4-й раз. Вот 4 протяжки из одной петли и провязываете за один прием все петли. Протянули. Теперь смотрите, что я делаю дальше. В ту же самую петлю вводите крючок и закрепляйте этот пышный столбик как бы самого в себя. То есть фактически это пышный столбик. Но из-за того, что я его закрепила туда же, откуда я его начала вязать, он получается, выглядит как зубчик, как узелок. Следующую петлю я делаю глухую петлю. Вот. Это раппорт узора. Вот такой вот один узелок и одна глухая петля. В следующую петлю точно так же делаю узелок. Вытянула первый раз,
набросить нить на крючок, вытянуть второй раз, снова набросить, вытянуть третий раз, снова набросить и вытянуть четвертый раз. Вот, мне достаточно пышного столбика из 4 витков. Теперь протяните нить через все петли на крючке и закрепляем в ту же самую петлю, из которой вытягивали петли. Вот, закрепили. Получается вот такой вот узелок. Да? Принцип понятен. После узелка в следующую петлю глухая петля. И вот получается у вас на 2 петлях нижнего ряда один раппорт. Узелок, глухая петля, узелок, глухая петля. И таким образом продолжайте по всей длине шнура. Итак, я заканчиваю шнур. Вот у меня должно получиться 25 узелков. Но если ошибиться в расчетах, может получиться 24 или 26. Это, в общем, не критично. Вот последний узелок закрепляем и глухая петля в конце. Ниточку обрезали и протянуть через последнюю петлю. Смотрите, у нас остается здесь 2 нити. Одну из них можно сразу же закрепить с помощью иголки. Нить, заправленную в иглу, просто протяните под петлями шнура гусенички. Вот на пару сантиметров, на 2,5 этого будет достаточно. Таким образом нить у вас уже никогда не выдернется. Хвост нити близко обрежьте. Все, у вас получается чистый край. Второй конец нити я буду использовать для того, чтобы прикрепить этот шнур к другому элементу. В данном случае я буду использовать вот такую вот композицию. Смотрите, цветок я делала в предыдущем уроке. И сейчас мы с вами сделали шнур с узелками. Я планирую сделать вот такой вот элемент. И для этого мне нужно теперь к этому цветку пришить шнур. Протяните ее в иглу. Теперь нужно повернуть цветок изнаночной стороной к себе. И шнур точно так же поверните изнаночной стороной к себе. Разместите шнур вот так вот между лепестками. И пришейте шнур несколькими стежками к цветку. Буквально 2-3 стежка, ну, 3-4. Сколько вам будет удобно. Это все будет держаться легко. Теперь смотрите, вот у нас один шнур закреплен. Нужно закрепить второй шнур. Второй шнур точно так же поворачиваете изнанкой к себе. Мы работаем по изнанке. Только возьмите шнур без ниточки. То есть нитку оставьте с другой стороны. И точно так же прикладывайте его к цветку. И этой же ниткой пришейте второй шнур к цветочку. Вот. Буквально несколько стежков. 2-3 стежка. Все, у нас прикреплены 2 элемента к цветку с изнаночной стороны. Хвост нити теперь уже можно закрепить внутри шнура гусенички. Вот у вас получается вот такая вот деталь, да? Поворачиваем, поверните деталь снова изнаночной стороной. И с этой стороны точно так же шнуры нужно пришить к цветку. Разместите шнуры так, чтобы они находились с противоположных сторон цветка. И пришивайте второй конец шнура к противоположной стороне цветка.
И вот все 3 детали у вас теперь надежно соединены. Теперь нужно просто закрепить вторую нить. Вот такая вот у нас деталь готова. Вот ее лицевая сторона. Этот шнур, он не может лежать прямо. Если я его просто брошу, он скручивается в кружочек. Поэтому этот тип шнура очень хорошо использовать в выкладывании любых завитков. Вот смотрите, он очень легко принимает форму любой окружности. То есть можно сделать разные типы завитков, украсить ими цветки, листки и все, что вам захочется. Надеюсь, вам понравился мой новый элемент. Желаю вам всего самого доброго. До свидания.